Если мы покупаем новостроенную недвижимость с целью дальнейшей инвестиции, естественно, важно рассмотреть, какая моя главная цель. Первое. Покупая новую недвижимость, мы исключаем множество вопросов, связанные с ремонтом, с восстановлением, так как при покупке недвижимости мы перенимаем полностью ответственность за квартиру или за дом, который мы сдаем. Второе, на сегодняшний момент функционирует множество законов, которые позволяют новую квартиру, при покупке новой квартиры намного больше амортизировать со своего налога. При финансировании также мы можем получить льготные программы. Очень важно рассматривать, какие же программы актуально на рынке дают нам более хорошие преимущества при покупке, допустим, стандарта энергосберегаемости 40 или стандарта энергосберегаемости 40 КНГ. В чем разница и на что обращать внимание дальше в нашей программе? Здравствуйте, с вами снова Оксана Терева и наша рубрика «Недвижимость и финансирование». За эту неделю я получила неимоверно большое количество запросов с различными вопросами. Как лучше приобрести новую недвижимость? Или все-таки лучше купить вторичку? Лучше сначала купить для себя или как вид инвестиций? Давайте понемногу разберемся, в чем разница и в какой момент экономического составляющего лучше покупать новострой или вторичку для инвестиций. И что выгоднее, купить абсолютно новое жилье немножко дороже для себя или все-таки купить старый дом и потихонечку его чинить? Если мы покупаем квартиру стандарта КФ-40, мы можем взять льготное финансирование по программе 278 или 279, которое позволит нам получить 100-тысячное финансирование под очень маленькую процентную ставку. Если мы берем стандарт постройки КФ-40 КНГ, то мы можем дополнительно получить льготное финансирование на 150 тысяч. И в этом виде инвестиции мы можем получить еще и дополнительные налоговые льготы. Теперь рассмотрим вторичное жилье. В вторичном жилье для собственного пользования или для дальнейшей инвестиции мы можем рассмотреть несколько программ. Давайте разберемся, в чем разница. Есть такая организация BAFA. Что же такое BAFA? BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausführungskontrolle. Очень сложное название, которое по-русски обозначает «Федеральное ведомство по экономике и контролю экспорта». Именно оно администрирует часть госпрограмм по энергосанации зданий. Давайте разберемся. Очень часто мы слышим БАФа и КФ-кредиты. В чем же разница в вторичном жилье и как лучше их комбинировать? Когда мы говорим за программы КФ, связанные с полным санированием, по-русски это полная реконструкция здания. Для этого я сегодня взяла себе в помощь представителя строительной компании Лена, которая в сложных вопросах будет готова поддержать меня и очень быстро ответить на тонкости. И есть БАФа. Это организация, которая датирует нам на то, чтобы мы могли отремонтировать наш дом по энергичным стандартам. Начнем с первого. КФ-кредит позволяет нам получить кредит на комплексную энергоэффективную модернизацию жилья до уровня КФ-эффициент стандарта 40 или 85. В чем разница? Если мы коротко рассмотрим эти сложные наименования, мы можем профинансировать кредит в размере 150 тысяч, который будет служить для того, чтобы мы модернизировали свой дом. И по этому кредиту, в зависимости от выбранной программы, мы можем получить от государства дотации в размере от 5 до 25%. В описании я оставлю линк, в котором вы можете просмотреть, а в чем же разница или почему такая большая разница, что в одном случае я получу 5%, а в другом случае я могу получить 25%. Прежде чем мы подойдем к рассмотрению этой разницы, хочу заметить, что в Германии, даже когда вы подумали о том или купили дом, который вы хотите санировать, то есть реконструировать по энергетичному стандарту,
Даже то, что по предписанию вы должны взять энергибарата, даже на энергибаратора вы можете получить уже 50% дотации от города. Лена, расскажи нам, пожалуйста, в 2 словах, с чего же лучше начать. Допустим, я, Оксана, хочу купить свой дом и пришла на консультацию. И моя задача как можно меньше денег из семейного бюджета инвестировать и как можно больше получить, естественно, с государственных дотаций. И мое большое желание все-таки жить в комфортном новом доме. Расскажи, пожалуйста, с первого шага, прежде чем я поставила антрах на КФЕ Дарлиенда в уже существующем жилье, с чего мне можно начать? Добрый день, Оксана. Спасибо за приглашение. Самая распространенная ошибка наших клиентов — это начало санирунгсмаßnahmen в доме, в недвижимости или ремонт без приглашения энергибарата. Энергибарата составляет план, энергифаhrplan, который подается в БАФа или подается в КФВ-банк. И на основании этого энергифаhrplan выбираются программы в БАФа или в КФВ-банк. Абсолютно правильно. Если мы подведем черту, на что важно обратить? Спасибо, Лен. Важно правильно начать санирование или полную реновацию и понять, какая программа вам больше подходит. Но перед тем, как начать одну или другую программу, первый лайфхак. Обязательно пригласить энергибаратора, который сделает план всего мероприятия санирования, который будет подаваться либо в КФИ-банк, в зависимости от регионального расположения, они разные, либо в такую структуру, как БАФа. Теперь давайте разберемся. Шаг первый. Мы идем к энергибарата. Лена буквально 5 минут назад рассказала интереснейшую историю со своего опыта, но можно отмотать пленку еще немножко назад. И прежде чем нанять энергибаратора, можно поставить запрос на получение 50% затрат на этого энергибаратора. Поэтому, если в программах везде стоит первый шаг взять энергибаратора, мы отматываем пленку назад и говорим, прежде чем взять энергибаратора, линк находится внизу, надо поставить антраг, то есть заявку на получение субсидий на этого же энергибаратора. На данный момент, если не ошибаюсь, Лен, поправь меня, можно получить 50%, но в денежном эквиваленте около 650 евро. Правильно? На данный момент до 80% максимальная сумма 1300 евро. Спасибо. Таких тонкостей даже я не знала, надо просмотреть. Суммируем. Мы рекомендуем поставить антраг на субсидию за работу энергибарата. И как мы сейчас узнали, можно получить до 1300 евро. До 1300 евро как субсидию за то, что вы наняли энергибаратора, который просчитает для вас правильную программу. Второе. Если мы идем через КФИ-банк, не через БАФу, что это означает для клиента? Я забегу немножко вперед. Это означает, что клиент может получить 150 тысяч льготного финансирования, по которому при правильном просчете энергибарата, при правильном реновации получит субсидию в размере от 5 до 25% от взятой суммы, то есть от 150 тысяч. Это значит, до 37,5 тысяч уже в первый год можно будет получить назад выплаченных средств за то, что вы воспользовались этой программой. В чем же разница? Когда мы берем КФЕ-программу, то в этом случае проводится общий санирунг. По этой программе должен быть доведен полностью до определенного энергокоэффициента. Угу. Если мы идем по программе БАФа, то мы можем брать отдельные программы, такие как замена окон, замена дверей или замена окон и дверей, утепление фасада, утепление крыши, утепление подвальных помещений. Эти программы субсидируются отдельно. Общая сумма не должна превышать 60 тысяч в год. В зависимости от того, какая программа будет выбрана, такой определенный процент будет выплачен клиенту непосредственно на его банковский счет после того, как он оплатил счета после окончания. Я поняла. А можно маленький вопрос? Если
если клиент, допустим, в этом году, я подведу итог, да? Если мы берем программу КФЕ, то по этой программе наш энергибаратор составляет план санирования. Но обязательно в конце этого плана, в конце этой программы, чтобы использовать эти 150 тысяч максимальные льготного финансирования, наш дом, который был, допустим, КФЕ 100, то есть потреблял неимоверно большое количество энергоресурсов, должен стать как минимум КФЕ 85. Или 40, да, в зависимости от нашей цели. Что это значит? Что мы не можем просто поменять окна, допустим, которые не приведут к тому, что наш дом стал энергосберегаемый. Правильно? Правильно. А когда мы берем BAFA-программу, то в этой программе мы можем в одном году, я прошу прощения, когда мы берем BAFA-программу, нам также КФЕ Барата, это энергибарата, просчитывает план, который мы можем в течение 5 лет реализовать. Это значит, в один год мы можем взять 60 тысяч кредит и, допустим, на эти 60 тысяч поменять только окна и утеплить дом. И мы получим, допустим, 20% ЦУШУС от государства назад. В следующем году мы насобирали или опять прокредитовали, или через год взяли еще 60 тысяч, допустим, утеплили крышу. И опять же получим 20% ЦУШУС, но это означает, по программе BAFA мы не должны за короткое время, допустим, за год полностью весь дом санировать. Да? Мы можем каждый год делать понемногу. Правильно. Мы проводим санирungsprogramm максимально в течение 5 лет и разбиваем этот Energiefahrplan, санирungsfahrplan на несколько этапов. Окей. Линк к тому, как же, при каких коэффициентах и при каких ремонтных работах, какую дотацию или какую субсидию мы можем получить от государства, мы также оставим в ссылочке снизу. И не забывайте подписываться. В следующий раз мы пригласим также экспертов со строительной компании и экспертов с финансового управления, так как мы не затронули еще самого главного. Когда мы покупаем вторичное жилье, кроме того, что мы можем списывать амортизацию, к этому мы подойдем, мы можем списывать также все затраты на ремонтные либо восстановительные работы. Правильно? То, что мы получили дотации, а еще если в течение первых 3 лет наши затраты на ремонтные работы не превысили 15%, то мы можем их сразу же списать одной суммой. 15% не от цены, а от того, что мы потратили также с переоформлением, так называемые полностью Beschaffungskosten. Правильно, если наши Renovierungsmaßnahmen не превышают 15%, то они не будут активированы и не попадают под АФА, они могут быть сразу проведены как расходная часть. Я расшифрую для людей, которые не понимают слова «активирован», «АФА» и так далее. Грубо говоря, обычными словами, если мы приобрели квартиру, допустим, квартиру за 200 тысяч и отремонтировали что-либо до 30 тысяч, то мы можем эти деньги в эти первые 3 года полностью списать как наши растраты. Если сумма превысила 15% от стоимости объекта, включая все затраты на переоформление при покупке этого объекта, то тогда мы добавляем эту сумму как бы Beschaffungskosten и также в зависимости от величины АФА в этом объекте списываем от 2 до 7% в год как обычную АФА. Правильно? Абсолютно верно. Но к чему мы идем? Что при покупке вторичного жилья есть тоже множество программ, с которыми надо разобраться в области реновирования и в области списания, да, если мы говорим за вид инвестиций. Супер. Я подведу несколько итогов нашего разговора. Первое. Мы можем в Германии приобрести дом, вторичку, да, профинансировать в том числе 100% от стоимости этого дома и дополнительно к этому 100% финансированию сразу зафинансировать какую-то сумму X, допустим, 60 тысяч, для того, чтобы провести какие-то непосредственные ремонтные работы. И банки это прекрасно финансируют в комплексе. Второе. Мы можем купить дом на вторичном жилье, тот же самый пример, и взять финансирование до 150 тысяч, льготное, по КФЕ программы, которая позволит нам дом не просто подчинить, а санировать до повышения энергосберегаемости дома. Правильно? То есть был у нас дом 100,
КФЕ, предположим, а стал 40. Грубо говоря, за то, что мы будем жить в более современном экономичном доме и в некоторых случаях будем экономить только на потреблении электроресурсов, как вот в примере, у меня клиентка купила дом и платила только 500 евро за газ, за отопление, за горячую воду, то если произвести реновирование, то есть санирование, полностью поставить, допустим, вермолюфтпумпы, взять эти 150 тысяч, да, поставить вермолюфтпумпы, полностью утеплить этот дом, то есть человек будет жить или семья будет жить в прекрасном новом доме, но при этом еще и государство вернет 25% от потраченных денег на полностью это все мероприятие по улучшению стандарта дома. Правильно? Абсолютно верно. Я хотела еще уточнить, что Heizungsaustausch, замена отопительной системы не входит в эту сумму. Это субсидируется или финансируется дополнительно. Я прошу прощения, в какую сумму? Вот в эти 150 тысяч, которые мы только что обсуждали, про Wohneinheit от 100 до 150 тысяч, но в эту сумму не входит замена отопительной системы. Важно, что мы имеем возможность профинансировать 150 тысяч как льготное финансирование для полного реконструирования нашего дома для достижения более высокого энергетичного стандарта, где мы будем экономить очень большие средства в месяц на ресурсах. Но в эту сумму, важно учесть, не входит замена отопительной системы. Это мы можем скомбинировать с БАФа или дополнительно профинансировать КФЕ банк. Опять же, возвращаемся к тому, что только с правильной командой из хорошего энергибарата, все равно любую программу, какую бы мы ни выбрали, мы попадем сначала к энергибарата, который сделает нам план и скажет, допустим, очень часто старые дома, даже 70-х годов, они настолько хорошо построены, что у них достаточно толстые стены, что у них очень часто достаточно еще хорошего проходящего стандарта, да, допустим, КФЕ-зипцих, хорошего стандарта окна. И для того, чтобы достичь более высокоэнергичного стандарта, надо не так много денег потратить, и в 150 тысяч можно вложиться полностью, чтобы отсанировать этот дом до комфортного его использования. И что очень важно, можно эти разные программы между собой комбинировать, да, КФЕ-программу и БАФа. Давай немножко поговорим о БАФа, да, потому что многие люди уже имеют свое жилье, которое достаточно хорошее, которое в хорошем состоянии, и у них цель просто, допустим, поменять ту же отопительную систему, которая позволит экономить хорошую сумму в месяц. И есть возможность получить, скажем, в среднем 20% от вложенных средств, которые также хорошо финансируют банки, назад. На что надо обратить внимание, кроме того, что свой путь надо начать, опять же, с того же самого энергибарата, который должен быть квалифицирован, да, иначе БАФа не признает его просчеты. Какие следующие шаги ты, как представитель строительной компании, бы порекомендовала? В первую очередь, как мы уже и начинали эту тему, нужно обсудить все варианты, которые возможно субсидировать с энергибарата. Это раз. Второе, необходимо смотреть на состояние дома, как ты уже говорила, что реально необходимо. Потому что если мы берем, допустим, вопрос окон и дверей, скорее всего, это попадет в первый пункт санирунга. Окна, двери, возможно, крыша, так как старые дома раньше очень плохо утепляли. Энергибарата, исходя из ситуации и состояния дома и финансовой ситуации этой семьи, делает несколько предложений. Обращаясь в фирмы, которые проводят санирунг, берет у них расчеты и предоставляет это клиенту. И на основе этих расчетов и выбранной фирмы подаются документы в БАФа или в КФЕ банк. Очень важный пункт, который я бы хотела заметить, что после того, как мы наняли энергибарата, который для нас просчитал план мероприятий по улучшению нашего дома, мы можем уже после этого решить, по какой программе нам комфортнее и эффективнее будет идти. Допустим, по КФЕ или БАФа. Правильно? Вообще изначально этот пункт обсуждается один из первых, потому как семья или покупатель этой недвижимости, если он покупает для себя, он должен исходить из того, если он идет в КФЕ-программу,
то дом какое-то время на период санирования или реновирования будет нежилой, так как проводится глобальная программа санирования дома. Если клиент выбирает программу BAFA, он может в течение 5 лет, как мы уже это обсуждали, несколькими частями провести ремонт или санирование дома. В этом случае он может, в принципе, с первых дней использовать свое жилье по назначению и в удобное для него время делать эти ремонтные работы. Я недавно в своей практике имела такой пример, где моя клиентка купила бунгало Раннхаус 60-х годов, и прежде чем в него ехать, и строительная компания справилась за 2 месяца, и прежде чем в него въехать, вместе с кредитом 100% мы профинансировали ей около 60 тысяч для реновирования. Она поменяла полностью все ванны, она поменяла отопление на половое, она поменяла отопительную систему, но в эти деньги у нее не вошли в окна. То есть она въехала в практически на вид абсолютно новый и комфортный дом, и уже в течение первого года, можно сказать, это был 2-й календарный год, то есть, как говорят немцы, 1 раз Сильвестра она встретила в этом доме, то есть Новый год провела в этом доме, и в следующем году она датировала еще небольшую сумму и поменяла окна и поставила соляр-анлаги, то есть батареи. Теперь человек спустя, грубо говоря, 1,5 года живет в практически новом жилье со всеми дотациями, но это жилье, грубо говоря, обошлось моей клиентке бы в 480 тысяч. Но абсолютно все новое. Я абсолютно с тобой согласна, потому что большая ошибка, которая, к сожалению, проявляется через несколько лет, то, что люди покупают вторичное жилье, не инвестируют в санирование или модернизирование этого объекта. И через несколько лет вот у нас очень высокие счета за отопление. Что можно сделать? Можно поменять отопительную систему. И это, в принципе, те деньги, которые должны были инвестироваться в первые года, чтобы улучшить энергетический коэффициент этого дома. Но просто многие не знают, что можно даже при финансировании, изначальном финансировании этого объекта, уже зафинансировать, допустим, как сделала наша клиентка, 60 тысяч сразу. Это означает, что вместо 360 тысяч было взято сразу 420. И банки идут на это супер хорошо. Почему? Потому что, чтобы получить 60 тысяч вместе с основным запросом основного кредита, надо прописать, что там будет сделано за эти деньги. И банки видят как повышение стоимости этого объекта. Естественно, человек въезжает в абсолютно новое жилье, где он платит не намного больше в месяц кредит, да, потому что чаще мы это еще льготно финансируем, либо параллельно по полноценной программе, где полностью все одним махом будет сделано. Окей, это немножко сложнее, что человек не может уже пользоваться в короткий срок своим жильем, да, но взамен он получает практически новое жилье. Если взять пример нашей компании, где мы представляем людям различные проекты с новостроем, естественно, мы строим в данный момент минимум КФ 55, или есть объекты минимум КФ 55, но все новые объекты мы строим в основном по стандарту КФ 40 или КФ 40 КНГ. И если в нашем портфолио мы предлагаем на данный момент вторичное жилье, у нас нет ни одного объекта, который бы не был полностью по КФ-программе отсанирован. Да? Почему? Потому что нам, как управленческой компании, которая гарантирует беззаботный концепт, понятно, что в данной экономической ситуации, даже если мы не пожелаем через год-два поменять отопительную систему в квартире, то за нас это пожелает город, и придет предписание, где мы будем обязаны, допустим, утеплить здание, поменять отопительную систему, поменять балконы, если они больше по стандартам не подходят. Да? Поэтому мы, как компания, которая продает объекты с полным управленческим пакетом, больше в данный момент не продаем ни единого, который мы полностью не отсанировали, да, потому что эти вложенные средства и государственные дотации полностью покрывают, или дешевые кредиты и государственные дотации полностью покрывают этот Mehraufwand, да, как по-немецки говорится.
Да, это очень критический пункт, так как государство чем дальше, тем больше и больше дает акцент на то, что нужно заменять отопительные системы. Поэтому пока на данный момент это государством субсидируется и финансируется под очень низкий процент, этими программами желательно воспользоваться, пока есть такая возможность. Отопительная система не очень дешевая в замене, поэтому при правильном подходе со стороны Энергибера можно получить до 70% выплаты на замену отопительной системы. Когда мы строили наш дом, в котором ты помогала нам в этом строительстве, вернее, твоя фирма, я сейчас тоже вспомнила, мы получили и КЭФИ-программу, где мы еще и Тильгунсушус получили, а также за Вермы люфтпумпы мы дополнительно еще от БАФа получили, если не ошибаюсь, 35% или даже больше от стоимости самого этого аппарата назад. То есть мы тоже совместили несколько программ в одной и получили достаточно хороший возврат субсидии назад. Да, эти программы меняются от года к году, поэтому мы повторяемся. Очень важно обратиться к энергибератору и к финансисту, который сможет правильно проконсультировать, поможет подобрать также строительную фирму, которая будет проводить ремонт или санирунг, и все документы своевременно и правильно оформить, чтобы воспользоваться всеми государственными программами, которые существуют на рынке на данный момент. Я как финансист могу сказать, что люди очень часто задают вопрос: Оксана, если я решил купить дом, сколько с этой суммы я могу получить кредит? И когда я начинаю раскладывать, давайте определимся, что для вас обозначает сумма. Да? Допустим, дом стоит 500 тысяч. Вот для вас сумма — это 500 тысяч или еще те затраты, которые мы должны потратить на нотариуса, на налог на приобретение участка или дома. Да? В каждой земле он разный. Есть ли там маклер или нет маклера. И очень часто люди не учитывают, что можно мало того, что профинансировать 100% от стоимости, в некоторых случаях даже больше, что можно еще и профинансировать либо частичный ремонт, где мы получим, как мы сейчас услышали, от 5, даже в некоторых случаях до 70% при совместительстве разных программ назад. А также мы можем еще и профинансировать через льготную КЭФИ-программу, покупая дом сразу. Поправь меня, если я не права. Да, эти программы между собой совместимы. Мы можем получить субсидии на определенные виды санирунга. Также мы можем профинансировать ту сумму, которая не хватает для того, чтобы оплатить весь счет до того, как зайдут деньги с БАФа. Почему же во многих банках об этом не рассказывают? Потому что очень часто консультант в банке, к сожалению, в определенном банке может недостаточно быть информирован, потому что его задача выдавать только вот такого вида кредиты. И поэтому очень рекомендуется обращаться к независимым экспертам, как мы, либо к нашим коллегам, для того, чтобы они посоветовали вам хорошего энергибаратора, посоветовали вам хорошую компанию, которая специализируется на дополнительном быстром реставрации или санировании определенного объекта для более комфортной жизни самому в этом объекте, либо даже если этот объект будет сдаваться дальше в аренду. Очень многие говорят: а зачем мне реконструировать объект, который я дальше буду сдавать в аренду? Очень просто, что каждый год в каждом объекте, где есть отопительная система, естественно, если это частный дом, есть профилактические работы от трубочиста. Ну, так он переводится, трубочист. Это Schornsteinfeger. И если он говорит, что с прошлого года этот закон вступил в силу более существенно, что если этот аппарат отопительный больше не соответствует стандартам, вы не можете его чинить. Вы должны его менять. Абсолютно верно. На данный момент еще есть земли, где старые термы ремонтируются. Но со следующего года этот закон более ужесточат, и с этим будет более сложнее. Поэтому ситуация, когда Schornsteinfeger просто не примет или не пройдет Wartung, эта система, она все более и более актуальна на сегодняшний день.
И поэтому возвращаемся к своевременным санирунгам или модернизирунгам объектам. На данный момент пока есть такие возможности, что государством это субсидируется и финансируется. Нужно на это обратить внимание своевременно. Спасибо, Лена. Очень часто поступает много вопросов. Когда же именно запретят так называемое солярочное отопление, то есть Öltank? Здесь очень много дискуссий и среди энергибараторов, и среди политиков. Естественно, они бы хотели это давно все убрать, но, к сожалению, нет до сих пор альтернативы, как это быстро сделать. Потому что это достаточно такой емкий процесс, заменить полностью Öltank, выкинуть его, хотя для этого есть много дотаций, да, то мы слышим различную информацию, что это сдвинулось до 27-го, если я не ошибаюсь. На данный момент, опять же, нужно рассматривать это законодательство по землям. На данный момент это критически в тех случаях, когда эта система выходит из строя. Придет время, когда его просто не разрешат больше ремонтировать. И в том случае семья или дом может остаться какое-то время без отопления. Потому что фирма, которая будет проводить замену отопительной системы, не каждая может с сегодня на завтра начать эти работы. Плюс неизвестно, что будет через несколько лет с субсидиями, и как это будет финансироваться, и какую сумму придется инвестировать в эти работы. Поэтому пока есть на рынке такие прекрасные субсидии, которые помогают вам поменять свою отопительную систему, оптимировать потребление, полностью реконструировать под энергосберегаемый стандарт свой дом и при этом, я повторюсь, получить от государства в среднем 25% назад как субсидию, я считаю, этим надо пользоваться. Надо только правильно распланировать, сделать план и выбрать, какая программа наиболее будет подходить. Правильно? Абсолютно верно. Я являюсь сертифицированным специалистом в этой области, но даже для меня, когда я слышу все эти программы и готовлюсь к какому-либо термину встречи с клиентами, я открываю законодательные ссылки и смотрю, что же в этом году является актуальным. По каким программам в новострое, какие суммы, под какой процент мы можем получить как льготное финансирование. И, допустим, если мы говорим за новострой, то многие клиенты могут совмещать несколько КФЕ-программ. Допустим, 124-ю, что человек берет для собственного проживания, и, допустим, 297-ю или 298-ю, это если дом построен по энергосберегающему коэффициенту строительства КФЕ 40. Поэтому очень важно обращаться к правильным специалистам, чтобы просмотреть, какие же программы именно для вас интересны в данной покупке или в данной инвестиции. И повторим про частный сектор или про вторичное жилье. При покупке вторичного жилья мы можем не только профинансировать сумму стоимости объекта, мы можем также профинансировать либо, допустим, 60 тысяч для частичного ремонта и при этом еще и получить от 20 и больше процентов от этой суммы назад, но также можем профинансировать до 150 тысяч и полностью реновировать наш дом за льготные кредитные средства и при этом еще получить 25% назад в виде отдачи более быстрого тела кредита, то есть tilgungszuschuss. Обрати внимание, пожалуйста, также на многоквартирные дома. КФВ-банк финансирует от 100 до 120 тысяч про Анхайт. Это означает в этом случае, что если дом состоит из 4 квартир, то сумма увеличивается. Мы говорим о 150 тысяч, это односемейный дом. А если мы берем многоквартирный дом, то сумма выделяется на каждую квартиру про Вон Анхайт. Но при этом должны быть проведены полностью Teilenserklärung, то есть квартиры должны быть поделены на Teilenserklärung и иметь свой отдельный номер, правильно? Правильно. Или дом уже изначально идет как многоквартирный, или покупается недвижимость, которая в момент покупки проходит Teilungserklärung, и тогда и тут идет финансирование про Wohneinheit.
Маленькое дополнение. Что означает купить многоквартирный дом, который schon уже nach Wege geteilt или nicht geteilt? Очень часто в Германии можно приобрести многоквартирный дом, который продается как участок, на котором стоит это здание, в котором есть эти квартиры. Но они не разделены по законодательной базе, и у них нет Teilentzerklärung и еще несколько сопровождающих документов. Для того, чтобы воспользоваться этой программой, необходимо сначала разделить по Teilentzerklärung, и тогда можно pro Einheit пользоваться. Абсолютно верно. И использовать как субсидии, так и кредит pro Einheit. Окей. Это очень важная информация. Получается, по КФВ-программе оно идет как кредитная линия. И в этом случае государство или КФВ-банк снимает часть тильгунга. По-русски тильгун — это тело кредита. То, что Лена хотела сказать, что по льготному финансированию государство в кавычках субсидирует и возвращает, к примеру, при финансировании 150 тысяч, через год у вас 37 тысяч с половиной уже возвращены. Это значит, они не выплачивают вам на руки, да, по этой программе, они гасят ваш кредит на эту сумму. И многие не понимают слово «тильгунцушус». Что обозначает слово «тильгунцушус»? Вы купили дом и профинансировали 150 тысяч по льготному кредиту для полного санирования этого объекта. И как только вы закончили все работы по предписанию и по плану энергибаратора, и когда ваш дом превратился с обычного КФ-100 в более экономичный стандарт потребления электроресурсов, допустим, КФ-40 или 55, вы получаете после проверки банка, да, что все работы были сделаны, есть план, есть подтверждение. Когда прошла эта проверка, и говорят, да, все сделано так, как было запланировано, вы просто получаете 37 500, максимальную сумму, как досрочное погашение своего текущего кредита. И, естественно, в этом случае оставшуюся часть вы выплачиваете более быстро, потому что у вас благодаря этому вырастает внутри соотношение погашения тела кредита по соотношению к процентам в месячном платеже. Абсолютно верно. Мы старались как можно проще объяснить, как работают льготные программы, но это достаточно сложно сделать, потому что столько много программ есть и 308, и 124, и 261, и 297, 298. И если начать рассказывать о всех тонкостях этих программ, то мы будем очень рады вашим комментариям, вашим вопросам. И не забывайте подписываться. В следующих программах мы обязательно пригласим энергибаратора, который расскажет вам очень четко, с чего начать, как начать, почему начать и как лучше подготовиться к более комфортному ремонту вашего объекта. Да, и к правильному оформлению документов и правильной подаче этих документов. И самое главное, энергибаратор, исходя из той ситуации, которая важна для этой семьи, сможет подобрать правильную программу и сможет организовать санирунг в те сроки, которые будут удобны этой семье. Спасибо, Лен. Давайте подведем черту сегодняшнего нашего разговора. Тема «Как покупать», «Что покупать» и «Для чего покупать» она очень обширная. Мы пытаемся раскрыть, как сегодня, тему энергетической реконструкции здания более четко. Но это достаточно сложно сделать за короткое время. Поэтому не забывайте подписываться, задавать вопросы. И если резюмировать наш сегодняшний разговор, для собственного пользования мы также можем покупать дома, мы также можем использовать льготные программы, и мы также можем получать от государства 25 и больше процентов от потраченных средств назад. Потому что многие не думают, что это можно только в объектах, которые дальше сдаются в аренду, да, то есть как вид инвестиции. В таких объектах мы можем еще и со своего налога списать потраченные деньги. Это разница, да, между тем, что мы покупаем для себя, и как вид инвестиций. Поэтому буду очень рада
вашим заявкам на консультацию для того, чтобы разобраться, что будет комфортнее вам в данной вашей ситуации. Купить новый объект как вид инвестиции, потому что в таких объектах, собственно, инвестиция очень маленькая, налоговая оптимизация очень большая и, так сказать, беззаботный концепт более возможен. Либо купить что-то для себя сначала, чтобы редуцировать месячные растраты, допустим, на аренду, которая тоже с каждым годом растет, да, и у некоторых семей, особенно у кого есть детки, они за съемные дома платят уже по 3-4 тысячи в месяц. Да, не так уж мало. Поэтому будем очень рады вашим заявкам. Внизу есть линк, по которому вы можете перейти к заявке на консультацию. Будем очень рады вам подсказать.